Третье царство. Чувак, скажи наш джин. Это шалом. Maybe it's G. Может быть, это Иуи. Так, третья книга царств. Who wrote First Kings? Кто написал третью книгу царств? We don't know. Мы не знаем опять. As is the case with all of the historical books. И так обстоят дела со всеми историческими книгами. Jewish tradition says that it was written by Jeremiah. Еврейская традиция говорит, что написал эту книгу Иеремия. It may have been one of the exiles who lived in Babylon. Может быть, это кто-то из изгнанников, которые жили в Вавилоне. Or Ezra, or Ezekiel, or Или Ездра, или Иезекииль, или Неемия. Although someone other than Jeremiah would have written the last two chapters of 4th Kings. Ну, потому что кто-то другой, помимо Иеремии, написал две последние главы 4-го царства. The time of writing, probably around 550, 560. Время написания примерно 550 год до нашей эры. Okay, the name, just like the first two books, 1st and 2nd Kings, 3rd and 4th Kings originally was one book in the Hebrew text. Ну, насчет названия, как и 1 и 2 царств, 3 и 4 книга царств также были одной книгой изначально. And it was called Kings, И называлась просто цари in the Hebrew text. в еврейском тексте. То есть было две или было одна? So could we say that there was like a book of Samuel and there was a book of Kings? Yes. Да, то есть была книга Самуила, наша нынешняя в синодальном 1 и 2 царств, и была книга царей, наши 3 и 4 царств. Yes. І приписують ще Неємію і Ездру до цієї книги. К этой книге? Да. До царів. До хронік? Нет, иногда лучше же раньше не говорить. Это просто Неемия и Ездра были одной книгой раньше. So could we say, did Nehemiah and Ezra were somehow connected with this book of No, Chronicles? it has been suggested by some that Ezra might have been the author. Нет, было предложено некоторыми, что Ездра может быть автором книги. Jewish tradition says it was Jeremiah, Еврейская традиция говорит, что это был Иеремия. but we don't know. Но мы не знаем. Now the title Kings И термин «цари» или название «царь» is a very good title хороший, на самом деле, титул for 3rd and 4th Kings для 3 и 4 книг царств. because it gives the history of the kings of Israel and of Judah beginning from Solomon. Потому что там описывается история царей и Израиля, и Иуды, начиная с Соломона. First Kings goes down to the reign of Ahaziah. И Третье царство заканчивается правлением Озии. Now when they wrote the Septuagint, И or когда они translated it, переводили Септуагинту, they split the one book into two, они разделили одну книгу на две. and it was very arbitrarily split in the time of Ahaziah. И разделение на самом деле было очень таким, ну, просто как им вот стукнуло разделить, так они и разделили. И попало на время Ахозии. Да, почил Ахав с отцами своими, и воцарился Ахозия. But now in the first two chapters of 1 Kings, David is still alive. И в первых нескольких главах Третьей книги Царств Давид еще жив. Then David dies, Потом Давид умирает, and his son Solomon becomes king. и его сын Соломон становится царем. And so going through chapter 11, we have the life
and the reign of Solomon. И начиная с 11 главы мы видим жизнь и правление Соломона. So we really don't have a lot of information about Solomon in this book. И на самом деле о Соломоне в этой книге информации совсем немного. Only about 9 chapters for his whole life and reign. 9 глав всего лишь на всю его жизнь и правление. But this shows Israel at the very peak of her history. Но эти главы демонстрируют Израиль на самом пике их истории. Has its greatest glory, its greatest area. Величайшая слава Израиля, величайшую площадь они занимают. We have the construction of the temple. Мы видим работы по строительству храма осуществляются. And the king's palace. Мы видим царский дворец. Later in life, Solomon is going to go away from the Lord. И ближе к концу своей жизни Соломон уходит от Господа. And get involved with idolatry due to the influence of his foreign wives. И начинает участвовать в идолопоклонстве под влиянием своих иностранных жен. So you have this king who started out great. И мы видим этого царя, который начал свою царскую карьеру великолепно. But then he has this divided heart for Но the потом Lord, for false gods. сердце его разделилось между Господом и лжебогами. And so his kingdom is going to be divided. И со временем из-за этого разделится и его царство. And then for about 100 years after the death of Solomon, И где-то через 100 лет после смерти this is Соломона going to trace the lines of the northern kingdom and the southern kingdom. вот интересно иногда проследить династии Северного и Южного царства. So, 2 sets of kings, 2 nations. Две нации, две вообще как бы, царские линии. So after Solomon will be Rehoboam. После Соломона в Южном царстве, ну вообще после Соломона воцарился Раваам. And he loses the northern part of the kingdom. И он теряет южную часть царства. So after this, the northern kingdom was known as Israel, И после этого Северное царство стало известно как Израиль. comprised of 10 tribes. И оно состояло из 10 колен. The southern kingdom included the tribes of Judah and Benjamin. It was called Judah. Южное царство, которое включало колено Иуды и Вениамина, оно просто называлось Иуда. And in the last chapters of 1 Kings, the focus is on the evil king Ahab. И в последних главах Третьего царства фокус в основном на злом, нечестивом царе Ахаве. And the righteous prophet Elijah, И на праведном пророке Илии, who condemns Ahab's wickedness and Israel's disobedience. который осуждает нечестие Ахава и непослушание Израиля в целом. So the central theme И центральная тема is to show how disobedience книги led to the division of the kingdom. это показать, каким образом непослушание привело к разделению царства. And how the welfare of the nation depended on the faithfulness of its leadership and its people to the covenant. И каким образом благополучие страны зависело от верности царя и народа, заключенному с Богом заветом. So what we'll see here is that the success of any king is going to be related to his obedience to God's law. И что мы увидим, что успех любого из царей напрямую зависел от послушания Божьему закону. In Proverbs 14:34, В притчах 14:34, 13:34, простите. Притча 13:34. 13:34? 14:34. 14:34, простите. Righteousness exalts a nation, but sin is a reproach to any people. Праведность возвышает народ, а беззаконие бесчестие народов. And this is certainly demonstrated in 1st and 2nd Kings.
И очевидно мы видим это в 3 и 4 книгах. All right, key word is the word kingdom, found more than 350 times. Итак, ключевое слово в этой книге, слово «царство», оно встречается более 350 раз. But I want you to keep in mind, Но я хочу, чтобы in вы 3 поняли. Kings we have the reign of Solomon, the division of the kingdom. В 3 царстве мы видим правление Соломона и разделение царства. All right, key verses, Ключевые стихи. chapter 9, verses 3 to 7, 9 глава с 3 по 7 стих, 11, 11 глава 11 стих. All right, in chapter 9, И в главе 9 the Lord said, I have heard your prayer and supplication which you made before me. Господь говорит, что я услышал молитву твою и прошение твое, о чем ты просил меня. I have consecrated this house which you have built by Yes. putting my name there. Я осветил сей храм, который ты построил, чтобы пребывать именем моему там вовек. So Solomon has built a temple. То есть Соломон построил храм. He said, as for you, if you will walk before me as your father David walked in integrity and uprightness, doing according to all that I've commanded you, and you'll keep my... Go ahead. Если ты будешь ходить пред лицем моим, как ходил отец твой Давид в чистоте сердца и в правоте, исполняя все, что я заповедовал тебе, и если будешь хранить уставы мои и законы мои, Then, то, verse 5, I will establish the throne of your kingdom over Israel forever. стих 5, так, сейчас... Да, и то я поставлю царский престол твой над Израилем вовек. Just as I promised your father David, saying, you shall not lack a man on the throne of Israel. Как я сказал отцу твоему Давиду, говоря, не прекратится у тебя сидящий на престоле Израиля. If you or your son shall indeed turn away from following me, Если же вы и сыновья ваши отступите от меня и не будете соблюдать заповеди моих и уставов моих, you don't keep my commandments, my statutes, which I have set before you, да, не будете соблюдать заповеди моих уставов моих, go and serve other gods and worship them, пойдете и станете служить иным богам и поклоняться им, then I will cut off Israel from the land which I have given to them, то я истреблю Израиля с лица земли, которую я дал ему. and the house which I have consecrated for my name I will cast out of my sight. И храм, который я осветил именем моему, отвергну от лица моего. Oh, О, God has this nation that He has established, то есть вот у Бога народ, который Он же сам установил, and the организовал. land that He has given to them. Земля, которую Он им дал. And they have built this incredibly beautiful temple. И они построили потрясающе красивый храм для Него. God says, you don't want to obey me? И Бог говорит, не хотите меня слушаться? Get rid of all of it. Я избавлюсь от всего этого. Key chapters 11 Ключевые and 12. главы 11 и 12. Why? Because they Почему? describe the fall of Solomon and the division of the kingdom. Потому что именно они описывают падение Соломона и разделение царства. Chapter 8 is a great chapter because there we have the dedication of the temple. 8 глава потрясающая, потому что в ней мы видим, как посвящался храм, как его открывали и посвящали Господу. In 17 through 19 we have the great ministry of Elijah. В главах 17 по 19 мы видим великое служение пророка Илии. All right, now in chapter 1, И в 1 главе David is old. He's 70 years old, Давид уже состарился, ему уже практически 70 лет. and he's getting close to death. Он уже приближается к смерти своей. And Bathsheba is concerned about her son Solomon. И Версавия очень беспокоится о своем сыне Соломоне.
And she's afraid that somebody else will become king. И она переживает, что кто-то другой станет царем. And so she, along with Nathan the prophet, И вместе с пророком Нафаном она they decide that they should confront David the king about this issue. она решает, что надо бы все-таки как бы Подсуетиться. поговорить, да, с Давидом по этому вопросу, подсуетиться. Правильно, завет с Давидом был безусловный, а с Соломоном условный. So Jean says, did I get it right that covenant with David was unconditional, but with Solomon it was something conditional? God did not make a covenant with Бог Solomon. не заключал завет с Соломоном. God in 2 Samuel 7 said, you're going to have this son. If he is disobedient, I will discipline him. Во втором царстве, в 7 главе сказано Давиду, что вот если твой сын будет грешить, будет непослушен, я буду его дисциплинировать. Там жезлами мужей, там вот. Now with Solomon, he just promised, if you obey me, I'll establish your throne forever. И Соломону Бог просто обещает, если ты повинуешься мне, я твой престол установлю. If you don't obey me. Если не послушаешься меня. But the promise to David was he would always have a son to sit on his throne. Но обетование, данное Давиду, заключалось в том, что всегда у него будет потомок His на house, престоле. his throne, his kingdom Что его дом, что его престол, что его царство, will be established forever. они будут поставлены навеки. And there will be an eternal person to sit on David's Что throne. будет личность, вечная личность, которая будет воссядет на престоле Давида. 1 Kings 11:11. Третье царство 11:11. The Lord said to Solomon, because you have done this, have not kept my covenant and my statutes which I commanded you, I will surely tear the kingdom away from you and give it to your servant. Сказал Господь Соломону, за то, что так у тебя делается, и ты не сохранил завета моего и уставов моих, которые я заповедовал тебе, я отторгну от тебя царство и отдам его рабу твоему. But he doesn't do it in verse 12. Ну, в 12 He стихе, says, nevertheless, I will not do it in your days. но Бог добавляет, во дни твои я не сделаю сего. For the sake of your father David. God had made promises to David Ради Давида, отца твоего, Бог дал обещание Давиду, that he would not take the kingdom away from Solomon the way he had taken it away from Saul. что Бог не отнимет царство у Соломона таким образом, как отнял у Саула в свое время. He said, but I will tear it out of the hand of your son. Но говорит, я из руки сына твоего исторгну царство. Okay, verse 17. Стих 17. This is Bathsheba talking to David. Исайя обращается к Давиду. My Lord, you swore by the Lord your God to your maidservants, Господин мой saying, царь, ты клялся рабе твоей Господом Богом твоим. assuredly Solomon your son shall reign after me, and he shall sit on my throne. Сын твой Соломон будет царствовать после меня, и он сядет на престоле моем. But now, look, Adonijah has become king. А теперь вот Адония воцарился. And you, my Lord the king, you don't know about it. И ты, господин мой царь, не знаешь об этом. So Adonijah, he's a son of David. I mean, he should be next in line. И Адония, он сын Давида, он как бы должен быть следующим, там, он идет по порядку. And he has now promoted himself. Он как бы в очереди на царство, но он не дождался и повысил сам себя. Okay, and he's invited all the sons of the king. И он пригласил всех сыновей царских. And Abiathar the priest and Joab the commander. И священника Авиафара и военачальника Иоава. But they didn't invite Solomon. Но они не пригласили Соломона. Now here, in verse 20, И вот 20 стих. that the eyes of all Israel on you,
that you should tell them who will sit on the throne of my Lord the King after him. Но ты, господин мой царь, и глаза всех израильтян устремлены на тебя, чтобы ты объявил им, кто сядет на престоле господина моего царя после Because if тебя. you don't, they're going to count me and Solomon as lawbreakers. They'll kill us. Потому что если ты не объявишь царь, то они нас с Соломоном объявят нарушителями закона и убьют. And then, while she was still speaking, Nathan the prophet came in. И когда она еще говорила с царем, пришел и пророк Нафан. And Nathan said, "Have you said Adonijah shall reign after me and sit on my throne?" И Нафан спрашивает: царь, а ты говоришь, что Адония будет царствовать после меня и сядет на престоле моем? And he tells the same story as Bathsheba. Adonijah has gathered a lot of people together, И он рассказывает ту же историю, что и Версаве, что Адония вокруг себя собрал including the high priest and Joab, the commander of the army. толпу народа, включая первосвященников и там Иава, начальника армии. So King David answered and said, "Call Bathsheba to me." И Давид ответил, говоря: позовите ко мне Версавию. And the king took an oath and said, Поклялся царь и сказал: "As the Lord lives, жив Господь, who has redeemed my life from every distress, избавлявший душу меня от всякой беды. just as I swore to you by the Lord God of Israel, Как я клялся тебе Господом Богом Израилевым, saying, assuredly Solomon your son shall be king after me and shall sit on my throne in my place." говоря, что Соломон, сын твой, будет царствовать после меня, и он сядет на престоле моем вместо меня. I'll do that today. Так я и сделаю это сегодня. So she said, in verse 34, David said, "Let Zadok the priest and Nathan the prophet anoint him king over Israel." Давид приказывает: да помажет священник Садок и Нафан пророк Соломонов царя над Израилем. Blow the horn and say, "Long live King Solomon." И затрубите в трубы, и возгласите: да живет царь Соломон. Verse 35, "And I have appointed him to be ruler over Israel and Judah." Давид повторяет: ему завещал я быть вождем Израиля и Иуды. So Solomon is installed as king. Итак, Соломон провозглашен царем, поставлен царем. And Adonijah, now all of his guests, they run away. И теперь все гости Адонии бегут в припрыжку от него подальше. He was thinking he was going to have this coronation and there'd be a great party. Он думал, сейчас будет моя инаугурация и будет классная вечеринка. И в итоге остался один. And in verse 50, И в 50 стихе стих, 50. he was afraid of Solomon. Мы видим, что Адония боялся Соломона. He arose, went, took hold of the horns of the altar. Он встал, пошел и ухватился за роги жертвенника. He thought that here he would be safe. Он думал, что там будет безопаснее. So Solomon said, well, if he's innocent, then nothing will happen to him, but if there's wickedness in him, he's going to die. Ну, Соломон сказал: если он будет человеком честным, то ничего с ним не случится, если же найдется в нем лукавство, то умрет. Chapter 2, И вот во 2 главе David is ready to die, Давид уже готов умереть, and he gives a final word to Solomon. и он дает последнее наставление Соломону. Keep the charge of the Lord your God to walk in his ways, to keep his statutes, commandments, his judgments, his testimonies, as written in the law of Moses. Храни завет Господа Бога твоего, ходя путями его, соблюдай уставы его и заповеди его, и определения его, и постановления его, как написано в законе Моисеевом. And he said, and if you do this, И он говорит: если сделаешь это, at the end of verse 4, you will never lack a man on the throne of Israel. конец
4 стиха, то не прекратится муж от тебя на престоле Израиля. And then he gives warning about Joab. И потом он дает Соломону предупреждение по поводу Иоава. He said, don't let his gray hair go down to the grave in peace. Он говорит, ну, поступи по мудрости твоей, чтобы не отпустить седины его мирно в преисподнюю. What does that mean? Что это значит? Execute him. Казни его как можно скорее. He's a very dangerous man. Иоав очень опасен. So David rested with his fathers. И почил Давид с отцами своими. Euphemism for death. А? Euphemism Да. for death. Ну, это как такой эвфемизм, да, то есть более смягченная форма сказать, что он умер. David reigned over Israel 40 years. Давид правил над Израилем 40 лет. 7 years in Hebron, В Хевроне 7 33 лет, years in Jerusalem. 33 года в Иерусалиме. And now Solomon is king, И вот Соломон стал царем, and he is going to begin his reign by executing some people. и свое правление он начал с того, что казнил нескольких человек. He's going to put to death Adonijah. Во-первых, он казнил Адонию. Uh, Его вот тот взорвался. and let's stand in verse 24. Ну, давайте 24 стих посмотрим. All right, the Lord has confirmed me and set me on the throne of David, my father, to Ныне establish a же house for me. жив Господь, укрепивший меня и посадивший меня на престоле Давида отца моего, и устроивший мне дом, как говорил он. Adonijah shall be put to death today. Ныне же Адония должен умереть. Then we see Benaiah, who had sided with Adonijah, he's put to death. Да, Verse то есть 25. и дальше мы видим, что Ванея, сын Иадаев, он послан умертвить Адонию. And Abiathar, the priest who had sided with Adonijah, И также Авиафар, который подписался под Адонию, he said, well, I'm not going to kill you at this time, Соломон говорит, я тебя не умерщвлю в настоящее время. but he was removed from being priest. Но Авиафар был удален от священства. And then news came to Joab, for he had defected to Adonijah. И слух об этом дошел до Иоава, так как Иоав склонялся на сторону Адонии. So he ran to the tabernacle and he took hold of the horns of the altar. Теперь уже Иоав побежал в скинию Господню и хватился за роги жертвы. He thought he would be safe there, Он думал, там ему будет безопасно. but he wasn't. They went ahead and Но executed him. безопасно не было и казнили его там, прямо там на месте. And so Solomon had to do some very harsh things. Поэтому Соломону пришлось начать с нескольких таких очень жестких вещей. And so at the end of the verse 46, it says the kingdom was established in the hand of Solomon. И в конце 46, 246. да, и в конце 2.46 сказано, что царство Соломона утвердилось. Now Solomon is going to become world famous И Соломон станет известным на весь мир for his wisdom. за свою мудрость. Doesn't mean he's the smartest man. Не значит, что он самый умный человек вообще. He had wisdom to make good choices, Но у него была мудрость принимать правильные to решения. make good decisions, Принимать, делать хороший to выбор. discern who is right and who is wrong. Различать, кто прав, кто не прав. So he has great wisdom in this sense. И в этом смысле у него мудрость. Не в том, что он все вообще знал, а в том, что мог
And he is going to build this incredibly beautiful temple, И он построит вот этот потрясающий красивый храм, beautiful palace for himself, потрясающий красивый дворец для самого себя. and it's going to be so beautiful in Jerusalem that the whole world will hear about it. Настолько красиво в Иерусалиме, что весь мир об этом услышит. All of this under Solomon. Все это случилось при Соломоне. In chapter 3, verse 1, we see the beginning of problem. Ну а в 3 главе 1 стихе мы видим уже начало проблем Соломона. Solomon made a treaty with Pharaoh, king of Egypt, and married Pharaoh's daughter. Соломон породнился с фараоном, царем египетским, и взял за себя дочь фараона. Now, oftentimes they had marriages for political purposes. И очень часто они заключали браки в политических целях. Sometimes it didn't have anything to do with love or sex, it was just political. Очень часто браки не имели никакого отношения там, к влюбленностям, там, к сексу, любовь, морковь. Просто политика, бизнес. Good business, yeah? Да. Ничего личного. But the Lord had forbidden this. Но Бог запрещал вот такого рода уже You don't go down to Egypt for help. с Египтом. Бог запрещал. You Бог don't говорил, enter into treaties with foreign nations. не возвращайтесь в Египет, не просите их о помощи, не заключайте союз с иными народами. And don't be marrying these foreign women. И не вступайте в брак с иностранными женщинами. Well, meanwhile, the people sacrificed at the high places Но, тем не менее, народ еще приносил жертвы на высотах, because there was no house built for the name of the Lord until those days. ибо не был построен дом имени Господа до того времени. And Solomon loved the Lord, walking in the statutes of his father David, except И, that he sacrificed and burnt incense at the high и places. возлюбил Соломон Господа, хотя по уставу Давида, отца своего, но и он приносил жертвы и курения на высотах. The king went to Gibeon to sacrifice. That was the great high place. И пошел царь в Гаваон, чтобы принести там жертвы, ибо там был главный жертвенник. Offered 1,000 burnt offerings on that altar. 1000 всесожжений вознес Соломон на Can you том жертвеннике. imagine? Можете представить себе? 1000 баранов. Well, the Lord appeared to Solomon in a dream. В Гаваоне явился Господь Соломону во сне ночью What shall I give you? и спросил, проси, что дать тебе. What would you ask for? Что бы вы попросили? The Lord says, whatever you want. Бог сказал, все, что хочешь, проси. And I'd say, I want 3 more wishes. И кто-то умный сказал бы, я хочу еще 3 желания. And he said in verse 8, your servant is in the midst of your people whom you've chosen. И Соломон отвечал, раб твой среди народа твоего, который избрал ты. A great people, too numerous to be numbered. Народа столь многочисленного, что по множеству его нельзя ни исчислить, ни Therefore, обозреть. give to your servant an understanding heart to Даже judge же your people, рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой that I might discern between good and evil. и различать, что добро и что зло. That's what he asked for, is the ability to make good judgments. И вот о чем Соломон просил, за способность принимать правильные решения. This pleased the Lord. Чтобы это было угодно было Господу. You didn't ask for long life. Бог говорит, ты не просил долгой You жизни, didn't ask riches. ты не просил богатства, You didn't ask for the life of your не enemies. просил себе жизни врагов твоих, But you have asked for yourself understanding to discern justice. но ты просил себе разума, чтобы уметь судить. So he said, I have given you a wise and understanding
heart. И Бог сказал: хорошо, я даю тебе сердце разумное и мудрое, No one like you before, nor any shall be after. так что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобное тебе. And I've also given what you didn't ask, riches and honor. И также я дам тебе то, чего ты не просил, я даю тебе богатство и славу. And he says, if you walk in my ways, I will lengthen your days. И он говорит: если будешь ходить путем моим, я продлю твои дни. So Solomon became world famous for his wisdom. Итак, Соломон стал известен на весь мир своей мудростью. And he is he's going to do many good things, И он сделает много хорошего в свое правление. but then he is going to fail for it. Но потом его ожидает ужасный провал.